Монастыри в предгорьях глухих, наследие разбойников морских, обители забытые, пустые, моя душа жила когда-то в них. И глыбы скользких пепельных камней, загромоздивших скаты побережий, где сквозь маслины кажется синей вода у скал, где крепко треплет свежий соленый ветер листьями маслин, и на ветру благоухает тмин. Это весьма точное, а главное проникновенное произведение о Сицилии написал поэт и, кстати, путешественник Иван Бунин, стихи которого остаются весьма актуальны и по сей день. И мы с вами наконец-таки добрались до этого острова и по воле случая остаемся здесь на месяц. И уже с чувством, с толком и с расстановкой будем рассказывать вам о вроде бы таком знакомом и с другой стороны таком загадочном и вожделенном уголке Италии. Это Сицилия, друзья! В наших выпусках о Сицилии мы побываем на родине Архимеда и самом греческом городе Италии Сиракузах. Посетим рынки колоритной и атмосферной Катании, города у подножья вулкана Этна. Прорвемся через очереди голодных сицилийцев, дабы попробовать самый популярный фастфуд в Палермо. И, конечно, будем знакомить вас с главными достопримечательностями этого замечательного острова. А сейчас, по старой доброй традиции, историческая минутка, куда мы постараемся вместить основные события из истории этого острова. На Сицилию прибывают финикийцы, основывают свои поселения, в том числе столицу Сицилии, город Палермо. Сицилия становится частью греческих колоний, и начинается греческая история острова. Джелон Тиранджелло завоевал Сиракузы, город, который стал в последующие годы одним из самых главных городов Средиземноморья. Знаменитые пунические войны. В результате римляне завоевывают Сиракузы, а Сицилия становится задворками Римской империи. На Сицилию вторгаются варвары. Гейзерих, король вандалов, сошел на берег в Лилибео и завоевал остров. Начало готских войн, победу в которых одержала Византия, а византийская эпоха на острове длилась порядка 3 веков. Начинается время правления арабов, растянувшееся на 100 лет. Столицей стал Палермо, а следы арабского влияния заметны там и по сей день. Чтобы вернуть Сицилию в лоно христианской церкви, на остров приплывают норманны. Для завоевания острова им понадобился 31 год. К власти приходит Фредерик II, который становится самым блистательным средневековым монархом Сицилии и покровителем искусств. После смерти Фредерика II начинается война с анджуйцами, побеждают последние, а Карл Анджуйский переносит престол в Неаполь. К власти приходят бурбоны, которые правят островом 125 лет. Памятники этой эпохи можно найти в Палермо, Катании, Сиракузе. В результате захвата Италии и Сицилии Гарибальди Сицилия становится частью Италии. Сицилия – самый крупный остров в Средиземном море, немного больше Сардинии и почти в 3 раза крупнее Кипра. С материковой Италии на Сицилию можно попасть всего 2 путями. На самолете почти с каждого крупного города или же на пароме. Именно второй вариант мы и выбрали. Из городка Реджо Калабрия примерно каждые полчаса отправляется паром, который доставит вас на остров. Мы покидаем материковую Италию и плывем навстречу приключениям к Сицилии. Вот на горизонте она ждет нас. Сицилию от материковой части разделяет Мессинский пролив, ширина которого в самом широком месте составляет всего 22 километра. Наша первая точка на карте Сицилии – это ее самый греческий город Сиракузы, про который сам Цицерон однажды сказал, что это самый большой из греческих городов и самый прекрасный в мире. А спустя тысячелетия жители сегодняшних Сиракуз придумали выражение «незачем ехать в Грецию, ведь все есть в Сиракузах». И это неудивительно, ведь Сиракузы – одна из первых греческих колоний на юго-восточном берегу Сицилии, которая по сей день хранит в себе пласты греческой истории, культуры, архитектуры, да и самой атмосферы города. Сиракузы, как и почти любой другой город, можно поделить на старую часть и более современную новую часть. Первоначально город был расположен на небольшом острове Ортиджия. Это и есть историческая часть Сиракуз, сердце города. С современной частью город соединен 3 мостами. А еще путеводители называют Сиракузы самым солнечным городом Италии, влюбиться в который не составит труда даже самым искушенным путешественникам. Так ли это на самом деле, совсем скоро мы все узнаем.
И если загуглить, чем известны Сиракузы, то сразу станет понятно, что этот греческий город в первую очередь тесно связан с именем Архимеда. Жизнь ученого была поистине славной и подарила нам целую россыпь открытий от математики до гидростатики и оптики. Но куда больше легенд и мифов, связанных со смертью Архимеда. А все дело в том, что во время Второй Пунической войны ученый принимал активное участие в обороне города, а его изобретения вселяли в римских солдат страх. Возможно, римляне так и не сумели бы взять Сиракузы, если бы в городе не нашлись предатели, которые указали на уязвимое место в стене, и город пал. А Архимед был убит обычным солдатом. Но сегодня Архимед – главное лицо и главный символ города Сиракузы. Дух Архимеда в Сиракузах жив. Он жив в принтах на футболках, в магнитиках, в названиях улиц, площадей и ресторанов. Но парадокс ситуации в том, что дом, где жил Архимед, давно разрушен, его вещи утеряны и даже неизвестно, где он похоронен и в Сиракузах ли вообще. Поэтому вся информация об этом замечательном человеке – это всего лишь домыслы, догадки и мифы. Ну а теперь со спокойной совестью от мифов и прошлого к делам настоящим. Какие же они, сегодняшние Сиракузы? Что такого они могут показать и чем удивить туриста помимо космических цен по сравнению с другими городами Южной Италии? Для себя мы окрестили Сиракузы городом зажиточных европейских пенсионеров, доля которых по ощущениям составляет здесь 80%. Так что давайте порадуемся за немецких и британских бабушек и дедушек, которые могут позволить себе такой отдых. А вы будьте готовы к тому, что пицца будет стоить не 10, а 15 евро, круассан не 80 центов, а 2,5 евро, а капучино не евро, а 2. Куда сложнее ситуация с жильем. Вот, например, скрин с Airbnb со стоимостью жилья на месяц. От 100 тысяч рублей за апартаменты это явно перебор. Но если подойти основательно к этому вопросу, то можно сэкономить даже в Сиракузах. Лично мы отдали за жилье в 3 раза меньше. Сиракузы оказались даже более туристическим городом, чем мы предполагали. Здесь все построено вокруг туриста. И город, и жители хотят по максимуму заработать на нас. Поэтому здесь вступают достаточно простые правила выживания в туристических городах. И самое главное – питаться, покупать продукты, сувениры и все остальное нужно делать как можно дальше от мест притяжения туристов, как можно дальше от исторического центра. А вот начать знакомство с городом стоит как раз-таки с исторического центра, а если еще точнее, то с главной площади города, которая настолько кинематографична, что здесь снимались эпизоды фильма «Малена» с Моникой Беллуччи в главной роли, который, к слову, имеет даже несколько номинаций на «Оскар». На этой самой площади расположен однозначно самый красивый собор в Сиракузах – собор Рождества Девы Марии. Храм был построен еще тираном Гелоном I и посвящен богине Афине, после чего перестраивался византийцами, был превращен в мечеть арабами, потом снова восстановлен норманнами, а уже в 1700-х годах к нему добавили фасад в стиле сицилийского барокко. А что касается самой площади, то найти ее будет несложно, ведь почти все улицы старого города стекаются именно сюда. Я неоднократно говорил о том, что рынки – это то место, которое нужно посещать обязательно в каждом городе. Рынки бывают не туристические, и это здорово. И рынки, заточенные под туристов. В данном случае в Сиракузах второй вариант. Но тем не менее это не умаляет его достоинств. Здесь реально чувствуется сицилийская атмосфера и колорит. На каждом шагу, на каждом прилавке. В общем, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте прогуляемся. Prego, prego, ostrige, prego, 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 prego. Sono quelli locali segalati. Добрались мы, мои дорогие друзья, до главного фастфуда Сицилии – оранчини. Оранчини – гордость сицилийской кухни. Они, конечно, встречаются по всей Италии, но их родина именно здесь, на Сицилии. История блюда восходит ко временам господства арабов на острове, а после Второй мировой войны это блюдо буквально разделило жителей Сицилии на 2 гастрономических лагеря. В северной части острова их принято называть оранчина и придавать форму сферы. А на востоке и юге называют оранчино в мужском роде и вылепливают их в виде конуса. Они, как правило, внутри с рисом. Они могут быть вот так вот с сыром и с паршутто, а могут быть классические, которые мы просто обожаем,
Это с рисом и с говяжьим фаршем. Полноценная еда. Просто бомба. Если бы они были у нас на рынке, вот вам лайфхак, берите. Научитесь делать их. Продавайте, вытесните все, что угодно. Любой фастфуд. Оранчини это сытно, вкусно. У-ху! Все. Самое время поговорить о море, о котором мы с вами как-то совсем забыли. Тем более, что некоторые путеводители даже называют отдых в Сиракузы пляжным. А некоторые туристы, принимая это за чистую монету, едут сюда именно как на пляжный курорт. Если поедете, здесь нет пляжей никаких. Есть городской пляж, там 20 метров полосочка суши, да? И еще один пляж самостроенный, настроенный на скалах. И все. Он вообще никак не расположен к тому, чтобы здесь отдыхать на пляже. Посмотрите, какой ужас. Парковка, клочок песка грязного вместе с мусором перемешки. И народ купается. Это просто один из худших пляжей, что я видел. И вот тут такой момент. Море, безусловно, здесь есть. Его можно назвать даже весьма чистым, не беря в расчет нефтеперерабатывающий завод недалеко от соседнего городка Августа. Но пляжей в широком понимании в черте города, можно сказать, и нет. Так, несколько полосок суши, тесно прижатых к городским стенам. Так что за шикарными пляжами это не сюда, это не про Сиракузы. А чтобы охладиться в жаркий день, того, что есть в Сиракузах, вполне достаточно. А вот и храм Аполлона. Но как храм? После ливанского Баальбека все кажется немного незначительным и несерьезным. За многие века от некогда величественного храма осталось всего лишь пару колонн и пару плит. Но стараниями сиракузских архитекторов удалось сохранить хотя бы немногое. И это стало такой точкой притяжения туристов. Вы спросите, а где же туристы? Почему ты стоишь на безлюдных улицах? Сегодня четверг, сегодня никого нет. А завтра сюда приплывут корабли, паромы с туристами, приедут поезда, и здесь загудит жизнь, друзья мои, уж поверьте. И чтобы не быть голословным, вот вам доказательство. Этот же самый пятачок, но уже в пятницу вечером. Такая вот курортная, неспешная и приятная атмосфера. Продолжаем рассказывать вам о Сиракузах, замечательном городе. Оставайтесь с нами, на канале «Я б тут жил». Давайте. Чем еще запомнились Сиракузы, так это своей событийностью. Можно вот так вот запросто выйти вечером, чтобы подышать свежим воздухом, а у тебя практически во дворе проходит средневековый фестиваль со всем присущим итальянским колоритом и красками. А на следующий день отправиться позавтракать в новую часть города и попасть в самую гущу какого-нибудь религиозного праздника. Такие вот они, Сиракузы. Мы уже неделю в Сиракузах, но так и не приступили к съемкам. Вопрос почему? Непонятно почему. И на самом деле все понятно. А за месяц в Сиракузах мы отсняли материала меньше, чем в Палермо и Катании за пару дней. И дело не в том, что Сиракузы какие-то не такие. Просто атмосфера, или, как говорит молодежь, вайб города таков, что не располагает каким-либо действием от слова вообще. Зато здесь отлично можно почитать книгу под мерный шум прибоя, затеряться в лабиринтах из переплетающихся, как лоза винограда, улиц старого города. Каждый день смотреть вслед заходящему солнцу, попивая, например, прохладный сицилийский лимонад. Или просто бежать, вдыхая свежий морской бриз. Бежать от времени, мыслей, забот, возможно, даже от самого себя. А сейчас покажем тот самый папирус, который я обещал вам. А сейчас мы покажем тот самый папирус, о котором я обещал рассказать. То, что говорят, что он на самом деле он в промышленных масштабах выращивается где-то на последний раз. А вот и тот самый куст папируса, о котором я обещал вам рассказать. Да и бог с ним, с этим папирусом. Давайте-ка лучше посмотрим на закат. До заката солнца осталось буквально 7 минут. Тут совсем рядом.